Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить с вами о YouTube как о бизнес-идее. И для всех, кто хочет заработать на YouTube, всем, кому интересно, сколько я заработал на YouTube и зарабатываю, и для всех, кто хочет узнать, с чего начать и как заработать на YouTube, прошу милости в этот ролик. Друзья, сразу хочу рассказать о том, сколько же я зарабатываю на YouTube сегодня, сколько я зарабатывал год назад и сколько я зарабатывал в самом начале создания канала и как быстро у меня включилась монетизация. Ну, давайте начнем с самого интересного. Давайте выберем диапазон за все время. Да, значит, кто не знает, мы перешли в творческую студию. Творческая студия — это святая святых каждого блогера. Ну, так называемый кулуары канала. Вот мы перешли во вкладочку «Доход». И здесь вы можете видеть, вот 2017 год, июль, это я создал аккаунт, к которому привязал свой канал. Вот вы видите, что доходность здесь нулевая, достаточно длительное время. Почему? А все потому, что я его создал и просто пользовался этим аккаунтом как просмотр в YouTube. А вот в 2019 году, вот я сейчас в январе 2019 года, вы можете проверить, зайдя на мой канал во вкладку «Видео», и если упорядочить сначала старые ролики, вы можете увидеть, что первый ролик, давайте посмотрим, первый ролик у нас выложен 21 января 2019 года. То есть это буквально 2 года с момента первого выпуска ролика. Вот этот был ролик о том, как я начинал только еще строить теплицу. Вот 21 января 2019 года я выложил первый ролик. Начал снимать. Значит, смотрите. 21 января, вот здесь приблизительно, вот приблизительно здесь я начал снимать. И первая монетизация у меня, первые деньги я начал получать уже 5 мая. Вот 4 мая вы видите, первые 8-30 центов в день мне начал платить YouTube. То есть с момента начала ведения канала до момента получения первой прибыли прошло всего лишь 4 месяца. Но если вы посмотрите этот ролик до конца, я вас научу, как максимально быстро включить монетизацию и максимально много зарабатывать на первых порах. Ну, давайте теперь еще подробнее. Вот начинается у меня прибыльность в 2019 году. Буквально совсем небольшая, конечно же, потому что я тогда вообще ничего не знал, никакой информации у меня не было. Вот, и тут она начинает расти. К концу 2019 года я начинаю зарабатывать уже по 5-6 долларов в день. И я думаю, вы со мной не сможете не согласиться, что это уже достаточно неплохие деньги. И вот в декабре, 1 декабря, вот, да, 1 декабря я зарабатываю последние свои 6 долларов на тот год. И потом у меня начинает нулевая прибыль идти аж вплоть до 21 февраля, грубо говоря, до 19. Вот этот промежуток 3 месяца у меня канал не приносил доход по той простой причине, что у меня просто украли канал. Как это было и как я его вернул и вообще почему так получилось, есть отдельный ролик на моем канале, если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. Вот здесь мне возвращает YouTube канал спустя почти 3 месяца. Доходность падает, доходит почти там до 1 доллара, даже меньше доллара, вы видите, 0,87 цента. И потом опять начинает расти, и вот начиная с 8 ноября, и я попозже скажу, почему именно с 8 ноября 2020 года у меня начинается огромный рост доходности на канале. И я считаю, что это действительно огромный рост, когда прибыльность вот доходила до 60 долларов в день, то есть до 13 декабря мне канал от YouTube принес прибыльность, ну если говорить в рублях, 60 умножаем на 74, это 4440 рублей в день. Это, ну, я считаю, это огромные деньги. Почему? Потому что средняя зарплата у нас по стране, реальная, ту, которую люди получают, составляет 1000-1500 в день, а здесь в 3 раза больше. Ну ладно, это пиковое значение, среднее это в районе 40 долларов. Так, друзья, ну это вот мы посмотрели, как у нас стремительно развивались события. Произошел здесь такой всплеск.
Теперь давайте посмотрим, сколько я заработал за последние, ну здесь есть функция только 28 дней, то есть понедельно, 4 недели у YouTube, это в качестве статистики. Но есть вкладочка сколько за месяц. Вот давайте посмотрим. Расчетный доход с разбивкой по месяцам за последние 6 месяцев. Июль. За июль я заработал 31 доллар, грубо говоря. Август 38, сентябрь 52, октябрь 75. Вроде бы пошло на рост. И здесь в ноябре происходит взрыв. Я это называю так, никак иначе это назвать не могу. И за самый последний месяц 2020 года я зарабатываю 1237 долларов. Если мы переведем на рубли, на 74 на текущий курс, это 91,5 тысячи рублей. Я считаю, это шикарный результат. И я сегодня хочу поделиться с вами информацией о том, как же можно прийти к такому результату. Да, здесь сразу вы можете видеть в творческой студии, что YouTube показывает самые прибыльные видео. Это вот ролик у меня, который за буквально 1,5 месяца набрал уже почти 300 тысяч просмотров. И он принес мне за последние только это даже не месяц, повторяю, за 28 дней, 543 доллара. Ну и далее 8, 75, 46, 42. В обратной последовательности YouTube показывает, сколько мне ролик принес за последние 28 дней. Здесь мы видим дальше источник дохода, то есть расчетный доход от рекламы. Это то есть когда пользователь в YouTube смотрит ролик и нажимает на него и просматривает рекламу, либо есть доход от YouTube Premium. Что это такое? Это функция, которую придумал YouTube для того, чтобы человек смотрел ролики без рекламы, но он платит ежемесячную какую-то стоимость, я даже не знаю какую, потому что я сам не подписан на YouTube Premium. И вот такой незначительный доход, потому что таких людей достаточно мало. Доход от транзакций – это спонсорство, доход от спонсорства канала, я вам попозже об этом тоже расскажу. И здесь расписывается уже подробно, от какого вида рекламы какой доход. То есть основная львиная доля дохода от объявления с возможностью пропуска. Друзья, теперь давайте перейдем к одной очень важной штуке, которая называется доход на 1000 просмотров. Это, ну, понятное дело, что вот эта цифра у нас самое главное, то есть то, сколько мы зарабатываем в месяц. Но вот эта цифра складывается из вот этой цифры. И давайте теперь посмотрим и разберем, что такое доход на 1000 просмотров. Давайте возьмем опять промежуток, ну хотя бы год. И посмотрим, как оно у меня менялось. Вот смотрите, год назад, вот этот момент, когда мне возвращают канал, февраль 2020 года, доходность на 1000, смотрите, она падала до 0,16 долларов на 1000 просмотров. И давайте посмотрим, какая она была в конце года. Она доходила почти до 2 долларов. То есть, ну, вы видите, да, разница, ну, даже среднюю здесь взять 0,3, вот, ну, не среднюю, а минимальную 0,4, и здесь 2. Она выросла почти в 5 раз. Что это значит? Это значит, что просмотрев 1000 роликов, вот 10 апреля 2020 года, YouTube мне платил всего лишь 40 центов за 1000 просмотров. То есть это 0,04, это 0,4 цента за 1000 просмотров. Ну, не будем сейчас заморачиваться. В общем, эта цифра у меня росла. А почему она росла, я вам сейчас расскажу. И очень важно для тех, кто хочет заниматься YouTube, чтобы эта цифра всегда росла. Чтобы она всегда, не то чтобы всегда она росла, чтобы она всегда была высока. То есть, чтобы это было, ну, хотя бы вот в районе 2 долларов. Хотя на многих каналах, мы с вами это тоже чуть позже разберем, эта цифра может достигать и 5 долларов, и 10 долларов. И по сути, вот эта цифра зависит напрямую от длины ролика и его интересности, ну скажем так. То есть если ролик интересный и его смотрят долго и много, и в этом ролике YouTube подставляет не одну, не две, не три, а там 5 или 7 реклам, то вот эта цифра у вас будет еще выше. Цена за 1000 показов тоже прямо пропорционально росла доходу на 1000 просмотров. И еще один очень важный момент. В каждой стране вот эта цифра, она разная. И я вам табличку эту тоже позже покажу. Друзья, ну и наверняка у вас сразу появится вопрос. Блин, черт возьми, если Юра на своем канале зарабатывает вот такие деньги, а как же узнать, сколько зарабатывает, ну, например, какой-нибудь канал, который вы еще смотрите помимо меня? И здесь на самом деле все очень просто. Есть программка, точнее сайт, прошу прощения, называется Social Blade. Переходим на него.
У каждого канала в YouTube, как вы знаете, есть идентификатор, который указан в конце. Вот в данном случае, так как я нахожусь в творческой студии, здесь добавлена еще информация. Вам нужны вот эти цифры, набор символов, цифр и букв. Копируем и вставляем в Social Blade. Я называю этот сервис Social Blade по-русски. Нажимаем поиск. Вот так абсолютно вы можете сделать с любым каналом и посмотреть его, так сказать, подноготную. Ну, конечно, не с точки зрения творческой студии, но тем не менее. И вот здесь опять вы видите тот же самый, приблизительно тот же самый график. Тут можно посмотреть в среднем, сколько подписчиков в день, в сутки и в неделю, и в месяц добавлялось на канал. Какой канал занимает ранг. Вот, кстати, до 31 декабря у меня ранг был B, B-. Сейчас уже просто B. А самые высокие ранги это А плюс, А2 плюса и так далее. Но это уже для совершенно другого, для каналов другого уровня. Здесь вы можете видеть количество загруженных видео роликов, то есть uploads, это 193 ролика. Это количество подписчиков на текущий момент, subscribers, так называемые. Общее количество просмотров роликов на канале, страна и дата создания аккаунта. То есть не канала, а аккаунта, к которому привязываете свой канал. Здесь есть средние цифры, средняя цифра подписчиков, средняя цифра просмотров ежедневно. И вот здесь, если вы посмотрите, daily average, это средняя дневная. То есть в среднем в день, исходя из данных за последний месяц, у меня в среднем в день подписывается 484 человека на канал. И ровно 25 тысяч просмотров за день из расчета последних цифр. Здесь можно нажать вот такую кнопочку, и это будет вот по дням за последний месяц. То есть вы можете видеть, что здесь были какие-то дни, когда просмотров было вот 41 тысяча в день, 43 тысячи в день, а было наоборот, когда 10 и так далее. Вот. И теперь, что самое интересное, здесь эта программка вам показывает средний заработок в день за последний месяц. Вот она пишет, что заработок на этом канале может варьироваться от 6 долларов до 100. И почему эта программка не может дать вам точную цифру? А все потому, что сумма заработка зависит, как мы уже с вами разобрали, от дохода на 1000 просмотров. И этот доход складывается от длины роликов. То есть, чем длиннее ролик, тем больше количество рекламы YouTube в него вставляет, или вы сами можете в ручном режиме туда наставлять этой рекламы. И тем больше вот эта цифра. То есть, вот у меня эта цифра дневная, смотрите, здесь написано от 6 до 100 в диапазоне. Вот у меня, мы с вами посмотрели за последний месяц, это, давайте возьмем сейчас точную цифру, расчетный доход. Здесь не помню, где смотреть. В общем, у меня средняя цифра 40 долларов за 40 долларов за сутки. Я знаю, что у меня эта цифра средняя. 40 долларов за сутки. Вот нам Social Blade показывает, что вот диапазон от 6 до 100. То есть 6 долларов это у тех, кто будет снимать ролики там 15-20 секунд, грубо говоря. А 100 долларов, ну и на самом деле эта цифра не окончательная, она может доходить и до 200, и до 300 долларов за 25 тысяч, ну вот конкретно вот при таком количестве просмотров он показывает, что вот такой заработок. Но при таком количестве просмотров ежедневном еще может еще и больше доходить. То есть если вы будете ролики записывать по несколько часов, по 2, по 3, по 4 часа, к примеру, у вас это будет ежедневный там стрим, да, или там еженедельный, неважно, и в вашем стриме будет там по 30 рекламных пауз, то вот эта цифра, она не окончательна. Это усредненные данные. Вот как вы видите, вот Social Blade показывает, вот он попал прямо четко в 44 доллара за день. То есть, еще раз, вы вот сюда, в это поле вставляете абсолютно любой ID, абсолютно любого канала. Я сейчас не буду никакие сюда больше вставлять. И вы можете посмотреть любую статистику, точнее статистику подробную любого канала. Так, друзья, давайте мы теперь с вами перейдем в раздел взаимодействия. То есть посмотрим, сколько в среднем на канале просматривают ролик. То есть ролики, понятное дело, бывают разной длины, бывает минута, бывает 15 минут.
И вот средние цифры. Опять же, это вот момент, когда у меня воровали канал. И вот смотрите, средние цифры в марте 2020 года доходили, это я повторяю, это не минимальный просмотр ролика, это среднее значение по каналу. В среднем смотрели вот 2,5 минуты, цифра падала. И с вот этого момента она начала потихонечку расти. В этот момент я уже начал кое-что понимать, еще больших знаний набрался для продвижения своего канала в YouTube. И вот эта цифра здесь уже доходила до 5 плюс минут, до 5:20 в среднем. Вот самое максимальное значение было 23 декабря. Почти 5,5 минут средняя цифра. И опять же, доходность вашего канала зависит в том числе от этого параметра. То есть, чем выше среднее удержание аудитории на ваших роликах, тем больше денег платит вам YouTube. Ну, это соответственно, потому что тем больше количество рекламы он показывает в ваших роликах. Ну, теперь давайте перейдем в расширенный режим, в еще большее количество информации кулуарной мы с вами посмотрим на нашем канале. И вот здесь есть такая вкладочка, первое, видео. Что мы здесь видим? Мы видим здесь с вами график, на котором разными цветами обозначены условно разные ролики. Ну вот давайте возьмем, например, фиолетовую линию. Это ролик у нас подробный бизнес-план по чистке грецкого ореха. Вот этот ролик, начиная, ну вот условно, тут с 8 ноября, тут вот с 12, точнее с 13. Этот ролик начал набирать популярность, и его прям смотрели очень много. Его смотрели вот 9000 просмотров в сутки. Вот его, грубо говоря, там недельку-две посмотрели, потом он ушел на спад, потом опять небольшой всплеск, и вот он ушел немножечко на спад. Но потом пришел в рост вот тот наш ролик, у которого львиная доля просмотров, это 6 бизнес-идей за 2 года, который сейчас лидирует, доминирует на моем канале. И вот суточное количество просмотров доходило до 13 тысяч. Это вообще для моего канала колоссальные цифры, колоссальные. И вот он сейчас также занимает лидирующую позицию по каналу. То есть вы на этом графике можете отследить, в какой временной промежуток, какой ролик у вас. Вот здесь, вот смотрите, оранжевым выстреливал ролик топ-50 идей для сада и огорода. То есть это был, вот смотрите, промежуток времени. Это у нас был март, апрель. То есть это как раз дачный сезон, да, люди начинают заниматься огородами, и, соответственно, благодаря этому, это я так думаю, выстрелил ролик. Потом пошел некий спад, вообще ничего особо не смотрело, никаких роликов доминантных не было. И вот здесь, повторяю, с 8 ноября произошел резкий скачок. Опять же, мы еще к нему вернемся. И здесь можно посмотреть, сколько какой ролик занимает от общей доли просмотров, количественном формате, сколько в часах занимает количество просмотров. Вот в часах вы видите, что несмотря на то, что вот этот ролик 100% бесплатный обогрев занимает 300 тысяч просмотров за год, то в часах вот этот ролик, несмотря на то, что опять же просмотров меньше, то в количестве часов он просматривается больше. То есть это говорит о том, что ролик смотрят дольше. Сколько подписчиков, это тоже очень важный параметр для тех, кто будет заниматься YouTube бизнесом, YouTube каналом как бизнес-идеей. Это тоже очень важный параметр. То есть вы должны понимать, с какого ролика к вам подписываются подписчиков. Максимальное количество. То есть вот у нас, при том, что просмотров не самое много, но подписчиков больше всего пришло именно с этого ролика. Опять же, здесь расчетный доход, то есть сколько мы с этого ролика заработали. Ну, для интереса можно поставить конкретно последние 28 дней. И как раз это будет декабрьский, почти весь декабрь здесь будет. Вот вы видите, что вот этот 6 бизнес-идей занимает у нас лидирующую позицию. И подписчиков, из 13 тысяч подписчиков за последние 28 дней, то есть за последний месяц, почти половина, 5 тысяч, пришло только с одного ролика. Ну и, соответственно, доходность тут колоссальная. Количество показов, то есть, что это за параметр? Параметр количества показов YouTube ваши ролики предлагает, в том числе в рекомендуемые. И вот есть еще тут дальше такой параметр, как CTR. Что такое CTR? CTR это количество переходов на ваш ролик при показе YouTube. То есть ваши ролики YouTube
предлагает для просмотра многим пользователям сети YouTube. И вот чем чаще переходят на ваш ролик при показе YouTube, тем выше вот этот показатель. В среднем по каналу это значение равно 5. То есть, вот он у меня раньше был 5,2, 5,3, сейчас немножко упал. Конечно, это не совсем хорошо, было бы намного лучше, если бы он поднялся бы до 6 или до 7, но это не критично. И вот вы видите, что показов моих роликов, вот здесь опять же достаточно много. И общая сумма показов за 28 дней 11 миллионов. Опять же, эта цифра колоссальная. Так, давайте двигаемся дальше. Источник трафика. Что это за вкладка? Вот как раз то, о чем я только что говорил. Ваш весь источник трафика складывается из разных... Все ваши просмотры, прошу прощения, складываются из разных источников. То есть, рекомендуемо. Что это такое рекомендуемо? Рекомендуемо — это когда вы листаете свой канал, у вас справа, в правом углу, в ленте новостей, предлагает YouTube ролики, исходя из ваших интересов. То есть, то, чем вы интересуетесь, YouTube вам предлагает новые ролики, на которые вы еще каналы не подписывались и не смотрели, да, эти ролики. И вот это как раз таки самый важный параметр, и ради этого параметра стоит работать над YouTube каналом. Чем больше YouTube будет предлагать ваши ролики, тем больше доходность в конечном результате вы будете получать. Но скажу сразу, что YouTube просто так не предлагает ролики, опять же мы об этом поговорим еще немножко попозже. Вот мы можем здесь с вами видеть, что именно из рекомендуемого смотрят почти 6 минут. Это очень хороший средний показатель удержания аудитории. Дальше, разделы YouTube, в которых тоже можно смотреть видео. Я точно не знаю, что это за раздел, но это что-то наподобие рекомендуемого, только, видимо, в каком-то другом формате. Тоже в каком-то другом формате. Поиск на YouTube. Вот поиск на YouTube — это тоже важный источник трафика, и именно благодаря ему ваш канал начинает раскручиваться. И как делать так, чтобы ваши ролики выскакивали чаще в поиске на YouTube. То есть человек, когда забивает, например, как заняться бизнесом, да, если вот мы будем правильно оптимизировать наши ролики, и человек будет забивать в поиске и попадать на наши ролики, это будет большой плюс для канала, и канал будет развиваться намного активнее и быстрее, и YouTube его в скором времени подхватит, вот так как подхватил мой канал и начал давать его в рекомендуемые. Другие страницы, тут на самом деле очень много всяких закладок, которые я не вдавался в подробности, так как здесь не такие большие уже количество просто. Но вот знаю, что внешние источники — это если вы, например, по WhatsApp поделитесь роликом, если вы его опубликуете где-то в каких-то соцсетях, то вот это все YouTube воспринимает как внешние источники, и общая доля просмотров конкретно на моем канале составляет всего лишь 1%, хотя это 7000 просмотров. И как вы видите, со внешних источников удержание аудитории маленькое. И это вот как раз таки плохо. То есть это говорит о том, что это не целевая аудитория смотрит эти ролики. Они, видать, попадают на картинку, нажимают, но это им не интересно смотреть эти ролики, которые им кто-то либо прислал, либо порекомендовал. И поэтому здесь цифра маленькая. Напомню, что нужно стремиться к увеличению средней длительности просмотра. Плейлисты и конечные заставки — это все уже настраиваемые лично вами параметры, которые, когда вы создаете ролик, вы можете добавлять его в какой-то плейлист и добавлять каждому ролику до 4 конечных заставок. Переходим дальше. Местоположение. Это интересная закладочка, которая позволяет смотреть, откуда, из какой страны вас смотрят больше всего, ну, соответственно, меньше всего. Ну, скажу вам так, что вот меня смотрят уже по моим подсчетам, наверное, из около 100 стран. Ну, естественно, Россия на первом месте, так как я нахожусь в России, ролики русскоязычные. Дальше это наша братская Украина, которая занимает 25% от общего количества. Да, вот Россия, ну, почти половина от общей доли просмотров занимает. То есть каждый второй человек, который смотрит мой ролик, живет или находится в России. Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Литва, потом европейские страны. Обратите внимание, Соединенные Штаты, почти 3000 просмотров за последние 28 дней. Это говорит о том, что там все-таки есть русскоязычное население, которое смотрит тоже, в том числе мои ролики. Ну и все меньше.
Ну и вот на последнем месте, грубо говоря, Конго, Киншаса, 10 просмотров за последний месяц. Друзья, переходим к следующей вкладочке, это возраст зрителя. Кому интересны больше всего мои ролики? Вот вы видите, ровно по 31% занимает категория людей, ну, грубо говоря, от 25 лет до 44. То есть это та возрастная категория, которая чаще всего интересуется моими роликами. И я вам скажу, что это очень важный параметр как раз таки для того, что когда вы раскрутите свой канал до каких-то уже объемов, и когда вами будут интересоваться как рекламодателем, те, кто будут предлагать вам прорекламировать их товары, будут обращать внимание в первую очередь на этот параметр. То есть вам не будут предлагать рекламу детских игрушек, если у вас аудитория будет вот такая, как у меня. То есть вам будут предлагать рекламу, ну, например, планшетов, гаджетов или автомобилей с такой аудиторией, как у меня. А 13-17, соответственно, ну, это подростковая категория, ну, вот, еще и меньше бывает, но YouTube почему-то не анализирует статистику по совсем детям. То есть и наоборот, не будет вот этой возрастной категории предлагать, точнее, ну, детям там 5-6 лет приобрести какие-то автомобили, гаджеты. Ну, здесь мы можем только проанализировать то, что вот каждая возрастная категория смотрит, например, подростки смотрят в среднем 4-15, то есть меньше интересуются информацией о том, которую я даю в своих роликах, а вот уже люди 35-54 максимально, 35, точнее 44, максимально заинтересованы в моих роликах, то есть что, о чем я рассказываю, максимально интересно. То есть вот эта средняя возрастная категория, она же занимает лидирующую позицию. Пол зрителя тоже очень важный параметр, когда у вас будут опять же рекламироваться, будут смотреть. То есть если женские товары человек захочет прорекламировать, он, понятное дело, не будет их рекламировать на канале, на котором 83,6 мужчин, ну и наоборот, да. И опять же здесь мы можем посмотреть, что женщины, при всем при том, что их меньше, все-таки меньше смотрят, ну не намного, на 13 секунд всего лишь средняя длительность просмотра, меньше, чем у мужчин. Так, теперь закладочка у нас дата. Здесь мы можем отследить сколько, да, как раз таки вот здесь можно посмотреть, по-моему, средний доход, нет, не вижу, опять же, средний есть за месяц, вот 1130, за 28 дней, $1138. Значит, здесь мы смотрим по дням, сколько просмотров было за конкретный день, сколько часов было просмотра за конкретный день, какая средняя длительность и сколько за этот день мы заработали по дням. Да, ну, тоже интересная статистика, кому интересно, может поковыряться у себя в канале и посмотреть, что вот тут средние цифры 30-40, вот за какой-то, да, было $60 за 13 декабря, максимальная прибыльность по монетизации от YouTube на моем канале. Ну и давайте двинем дальше. Источник это, по-моему, мы уже смотрели, да. Ну, как я уже говорил, есть основная доходность от YouTube, то когда просматривают рекламы, есть доход от YouTube Premium, когда человек подписывается на эту подписку и платит просто один раз комиссию YouTube. Так, вот очень интересный параметр, статус подписки, то есть смотрят наши ролики, кто смотрит наши ролики, человек с подпиской, то есть подписанный на наш канал или нет. Конечно, было бы очень хорошо, чтобы каждый, кто просмотрел ролик, был подписан на наш канал, но, увы, средние цифры говорят об обратном. При общем количестве просмотров за последние 28 дней 704 тысячи просмотров, всего лишь 116, ну, грубо говоря, 117 тысяч человек посмотрели, будучи подписанными на мой канал. И это всего лишь 16%. А вот 83% ролики посмотрели и не подписались. Но при всем при том, что средний просмотр у этих людей по времени больше, чем у тех, которые подписаны. Вот очень интересно. По идее, более заинтересованные должны быть те, кто подписаны на канал, а не те, кто посмотрел и не подписывается. Ну, в общем, факт остается фактом. И вот интересная тоже вкладочка, источник подписки. Здесь мы можем посмотреть и отслеживать, сколько у нас за месяц подписалось людей, откуда они подписались и сколько отписалось. Потому как люди не только подписываются на канал, но бывают и отписываются по каким-либо причинам. И вот мы за последние 28 дней имеем 15 тысяч новых подписчиков, из них 1200 отписаны. То есть это где-то 7%. 7-8% людей отписываются. Ну,
Это нормальное явление, это не только у меня на канале, это на многих каналах. Так, друзья, ну и давайте теперь поговорим о следующем. Я вам вот многие цифры рассказал по своему каналу. Прошли мы по всей подноготной нашего канала, да, я вам рассказал, как развивался наш канал. Теперь давайте поговорим о том, как сделать так, чтобы ваш канал, если вы все-таки решитесь завести свой канал, как сделать так, чтобы максимально быстро он набрал необходимое количество подписчиков, а это 1000 человек, и необходимое количество просмотров для того, чтобы включилась монетизация. Ну, по-моему, здесь сейчас уже не пишет YouTube. Раньше писал, что для того, чтобы включилась монетизация, прям было написано, необходимо набрать 1000 подписчиков и первые 4000 просмотров часов. Ну, подписчиков набрать не так сложно, а вот 4000 часов просмотров для нового канала — это достаточно большая цифра. Я знаю, некоторые ребята, с которыми я общаюсь, начинали каналы вести, они за год не могут набрать 4000 часов просмотров. И давайте я сейчас подробно расскажу на примере какого-нибудь одного ролика, что нужно делать для того, чтобы набрать максимально эти параметры. Значит, смотрите, есть такое расширение, которое называется VidIQ. Вот я его установил. Оно, ну, есть, конечно, бесплатная версия, но я пользуюсь платной. Это не реклама, это рекомендация моя лично по помощнику для продвижения. Я вот этим расширением пользуюсь, сейчас покажу, как оно работает. Ну, давайте, например, возьмем вот тот ролик, который у нас занимает лидирующие позиции по просмотрам, по ежемесячным. Переходим в сведения видео. Да. И значит, смотрите, друзья, для того, чтобы ваш ролик сразу стал набирать какие-то просмотры, вам необходимо писать в названии какие-то популярные поисковые запросы на YouTube. Ну, например, бизнес-идеи. Наверняка очень часто в YouTube люди забивают бизнес-идеи, чем заняться. Вот опять же, видите, чем заниматься, а чем нет. То есть по вот этим фразам люди ищут какие-то ролики. И, соответственно, если вы правильно заполните вот эту всю оптимизацию, это так называемая оптимизация, вот здесь, в этих параметрах, то с большей долей вероятностью ваш ролик попадет в поиск, соответственно, на него пойдут просмотры, а уже далее просмотры от рекомендованного. Вот есть здесь оценочка, да, с правой стороны вы можете видеть как раз таки вот этот VidIQ помощник, то есть он здесь пишет, что оценка SEO оптимизации от VidIQ 69,1, зеленый, это очень-очень хороший параметр, 70 из 100, вот он даже подсвечивает зеленым, это говорит о том, что я правильно оптимизирую свои ролики. Далее, вот эти вот синенькие кругляшки, это подсказочки, значит, это здесь перечислены теги. На теги дается 500 символов. То есть, что такое тега? Тега — это поисковый запрос. И вот сам YouTube пишет, что рекомендуемо добавлять теги, если при поиске видео зрители зачастую допускают ошибки, в остальных случаях это делать не обязательно. По вот этим тегам, если вы будете их сюда забивать, и если они у вас будут ранжироваться, что такое ранжироваться? Ранжироваться — это значит, вы забили, например, слово «бизнес», и он у вас 19 в поиске. Но это, конечно, цифра усредненная, не факт, что он будет именно прям 19. Но вот мы можем проверить, да, бизнес за 2 года. Мне мой помощник подсказывает, что я на первом месте по этой фразе. Давайте проверим. Зайдем на YouTube и забьем «бизнес» за 2 года. Нажимаем поиск. И вот вы видите, я на первом месте. То есть мой ролик при вот этой фразе на первом месте. То есть абсолютно верно дает нам подсказку наш помощник. То есть если кто-то вот при такой фразе, ну кому-то, возможно, кого-то заинтересует именно такая формулировка фразы, то он попадет в первую очередь на мой ролик. А там дальше уже будет влиять на то, кликнет он или нет. Вот эта превьюшечка, которая у меня вот здесь нарисована. Чем более привлекательна она, тем больше, с большей долей вероятностью человек кликнет на мой ролик. Вот для этого нужно забивать сюда теги, и теги должны быть высокочастотными. То есть вот здесь снизу есть рекомендованные теги. То есть бизнес-идеи 2020, бизнес-идеи 2021. Вот видите, если я добавлю, уже я не помещаюсь вот в эти цифры, хотя мне сразу выскакивает подсказка, что я, если добавлю вот эту тегу, то я буду на 16 месте. Это хорошо, нужно стараться, чтобы теги были именно ранжированные. Вот я лучше даже удалю какую-нибудь
ту, которая у меня не... Вот мой опыт в бизнесе. Например, я вот это удалю и оставлю бизнес-идеи 2021. То есть это более высокочастотная тега, и она у меня тем более ранжированная. Это очень хорошо. Чем больше ранжированных тег, тем более высокочастотных, тем с большей долей вероятности ваши ролики будут смотреть люди, соответственно, тем больше будет у вас доход. Для того, чтобы теги были ранжированы, вам необходимо в названии и в описании употреблять одни и те же слова, чтобы тега была ранжирована. То есть, что это значит? Например, фраза «бизнес-идеи». У вас она должна быть, вот бизнес-идеи, она у меня есть в описании, она у меня есть в названии ролика, она у меня есть в описании, и скорее всего она еще повторяется у меня вот в подробном описании. Ну вот опять же бизнес, не обязательно, чтобы это была прям бизнес-идея, желательно, чтобы эти слова повторялись в этом описании. Чем чаще они у вас будут здесь повторяться, тем выше проранжируются ваши теги. И повторяю, друзья, что это нужно все для того, чтобы ваши ролики набрали как можно быстрее нужное количество просмотров и нужное количество часов. Очень важно, повторяю, очень важно иметь качественную, красивую аватарку, превьюшку так называемую. И я вот, как вы можете видеть на моих роликах, давайте посмотрим мой канал, видео. И вот вы можете видеть, что на последних роликах, на последних, наверное, 40 роликах вот с этого момента я начал их добавлять. До этого я просто писал там каким-то текстом. Сейчас это более-менее красиво, это более кликабельно. То есть это нужно для того, чтобы ролик больше привлекал к себе внимание. И это очень важно. Обратите, пожалуйста, на это особое внимание. Очень важно также размещать ваш ролик в нужное количество плейлистов, и их нужно создавать самому. То есть разбейте свой канал, если он у вас там разбивается по тематикам, например, как у меня это разные бизнес-идеи. Я создал разные плейлисты, и чтобы человеку тому или иному или подписчику было интересно смотреть только то, что его интересует, он может заходить в конкретный плейлист и наслаждаться просмотром конкретной бизнес-идеи. Например, человек хочет заниматься только луком, ему мебель не нужна. Зачем он будет смотреть все ролики, если ему мебель не интересна? Поэтому он будет смотреть только по плейлисту, по тому, которому ему интересно. Так, друзья, и вот мы в начале ролика с вами говорили о том, что у меня средняя длительность просмотра роликов по каналу росла. И давайте посмотрим почему. И сейчас мы с вами поговорим про длительность ролика. Ну вот наш самый последний ролик, это поздравления были, очень короткий ролик, одноминутный. Конечно, он мне статистику в целом подпортил, но я не мог не поздравить всех своих подписчиков, вас, уважаемые друзья, зрители моего канала, с наступающим Новым годом, тем более там предложил для просмотра вам интересную анимацию. И давайте посмотрим, какой длины ролики я выпускал. Вот, кстати, этот ролик тоже про розыгрыш, который у нас был на нашем канале, он тоже был 5-минутный. Вот за исключением вот этих двух роликов, которые я в принципе просто не мог сделать длинными, давайте посмотрим, какие были все остальные. Значит, ищу мастера 8,5 минут, 11 минут, 14 минут, 8 минут, 9, грубо говоря. 7, 11, 9, 8, 9, 8, 13, 8, 10, 6. И вот вы можете увидеть, что основная доля последних роликов превышает цифру, 93-95% роликов превышает цифру 8 минут. Почему? Сейчас я вам объясню, почему важно делать ролики больше 8 минут. Давайте перейдем, например, в какой-нибудь ролик. Например, вот этот первый день стройки автодома, он 11-минутный. Раньше этот параметр, к слову, был 10 минут. Сейчас я объясню. Заходим в монетизацию и видим, что при... Значит вот ролик Заходим в настройки и видим настройки рекламной паузы, мы видим, что у нас 3 рекламы в ролике в 11 минутном. Вот она раз реклама, вот она 2 реклама, вот она 3 реклама. К слову, вы можете эти рекламы устанавливать сколько хотите и в тех местах, где вы хотите. Но я этого никогда не делаю, потому что у YouTube есть специальные алгоритмы для того, чтобы это было ненавязчиво и более-менее в тему. Если вы их понатыкаете на 11-минутном ролике 10 реклам, да, доходность у вас вырастет, но просмотр этого ролика будет
менее интересным, то есть люди чаще начнут уходить с меньшего там, удержания, то есть 2 минуты посмотрят, увидят за 2 минуты 3 рекламы и, скажем так, это им будет не совсем приятно, не совсем интересно, все мы прекрасно знаем, что реклама особо нас не радует, поэтому ставьте всегда разместить паузы в автоматическом режиме. И вот в данном случае на 11-минутном ролике их 3. Вот YouTube определил, что комфортно зрителю будет посмотреть 3 рекламы. Хотя YouTube, который заинтересован также в большем количестве просмотров рекламы, соответственно, в большей доходности, он мог бы разместить их и 10. Но, опять же, повторю, есть у него определенные алгоритмы, и он им соответствует. Теперь возьмем, к примеру, ролик менее 8 минут. Вот, например, вот этот розыгрыш, да. На этом ролике, если мы зайдем во вкладку «Монетизация», то мы увидим, что мы здесь в принципе не можем неактивно поле настроить рекламные паузы. Потому что ролик меньше 8 минут. И вот, по-моему, где-то он должен подсказывать. Ну, почему-то я не вижу подсказки. Раньше, по-моему, была подсказка, что вы не можете настроить рекламные паузы, потому что ваш ролик менее 8 минут. Так, друзья, теперь мне хотелось бы поговорить немножечко, совсем чуть-чуть на тему совета вам. То есть, если, например, кто-то из вас решится или хочет, но не решается создать свой YouTube канал, как же его создать и на какую тему? Это самый главный вопрос, который мучает всех, кто хотел бы начать что-то снимать. Друзья, здесь на самом деле все очень просто, хотя меня он тоже мучил, когда я начинал создавать свой канал. Здесь я вам скажу так, просто подумайте, задайте сами себе вопрос, что у вас лучше всего получается и о чем вы можете снимать много. Например, кто-то хорошо владеет какой-то программой, ну, например, графическим каким-то редактором, их очень много, я рекламировать никакие не буду, ну, например, вы умеете работать в какой-то программе графической, и вы можете снимать ролики о том, как делать там ту или иную вещь. Поверьте, это будет востребовано. Рано или поздно ваш канал проранжируется, пройдет там сколько-то времени, все будет зависеть от того, как правильно вы его будете оптимизировать. И рано или поздно он будет приносить вам доход. Кто-то знает очень много анекдотов, кто-то умеет хорошо петь, кто-то занимается разными бизнес-идеями. И, кстати, к слову, канал, для тех, кто не знает, мой канал раньше назывался «Теплицы Кубани». Немногие из вас знают, что он так назывался. У меня была тут даже превьюшечка. Вот давайте посмотрим какой-нибудь старый ролик. Почему так назывался? Потому что я изначально планировал заниматься только тепличным бизнесом. Пропустить рекламу. Я занимался... здесь нету. Я занимался только тепличным бизнесом, и я думал, что буду заниматься только этой бизнес-идеей. Потом в какой-то момент я понял, что вот эта бизнес-идея, моя луковая, она очень оказалась востребована, интересна. Потом я перешел на клубнику, потом я перешел на другие зеленые. Это шпинат, что я еще выращивал? Лук, укроп, петрушка. Вот, и потом в какой-то момент я вообще понял, что я вообще могу в принципе много бизнес-идей. Вот так вот родился в принципе канал бизнес-идеи. Я в тот момент его переименовал. И вот так родился канал бизнес-идеи. Раньше он назывался «Теплицы Кубани». Не найду я сейчас ролик, где у меня это была превьюшка. Но если кому интересно будет, можете посмотреть мои предыдущие ролики, как я занимался выгонкой лука. Вот, поэтому не бойтесь... Не обязательно снимать свое лицо, потому что очень многие не могут работать на камеру. Можете, в принципе, снимать так же, как это делал я. Давайте я вам покажу на примере вот моего ролика, как я это снимал. Одна реклама, вот вы видите, какой канал. Да, кстати, YouTube не рекомендует ходить по своим роликам достаточно часто для того, чтобы смотреть в самого себя рекламу. Вы можете за это получить бан, поэтому имейте это в виду. Вот вы видите, я снимал все ролики только от заднего, не от первого лица, то есть я просто снимал, что я делаю, как я делаю, я снимал грядки, бочки, как я сажаю лук, как я его обрезаю, как я его убираю, но я никогда себя не снимал, потому что, как и вы, уважаемые подписчики, также достаточно тяжело мне было работать на камеру, и это нормально, потому как многие вообще не любят даже фотографироваться, это... Есть такой момент у многих, поэтому можете начать заниматься
какой-либо съемкой, но не обязательно, чтобы вы там были в кадре. То есть начните делать то, что вам интересно и то, что вы умеете делать много. Вот так вы можете определиться с тематикой канала. Ну, друзья, и в завершении своего ролика я хотел бы попросить, во-первых, рассказать, что нужно делать подписчикам того или иного канала, для того, чтобы канал рос. Для того, чтобы канал рос в подписчиках, для того, чтобы его больше на него обращал внимание сам YouTube и предлагал его в рекомендуемые. Что для этого нужно делать? Ну, я говорил в ролике в розыгрыше, что для того, чтобы ролик набирал много просмотров, ему нужно взаимодействие. То есть, что такое взаимодействие? Например, когда выходит очередной ролик, ну, например, на моем канале, вы его начинаете смотреть. И чем дольше вы его будете смотреть, например, ролик вот 8-минутный, да, вот здесь я сижу, о чем-то рассказываю, о том, что нужно для производства сыровяльного мяса. Чем больше вы его посмотрите в удержании, поставите ли вы лайк, здесь вы видите 1400 лайков и всего лишь 13 дизлайков, это просто, ну, возможно, лучший параметр на моем канале, то есть практически нету дизлайков, очень много лайков. Спасибо вам большое отдельно за это. И вот чем больше вы с ним взаимодействуете, тем с большей долей вероятности этот ролик посмотрят другие пользователи сети YouTube, которые не знают о существовании моего канала. Потому как многие из вас тоже недавно, по крайней мере из тех комментариев, которые я вижу, пишут мне, что недавно наткнулся на твой канал, как интересно, и все в таком духе. Так вот, если вы посмотрите его максимально долго, желательно до конца, после этого ролика, ну если вы новый человек на нашем канале, новый зритель, потенциальный подписчик, если вы после этого ролика поставите лайк, желательно еще и прокомментируете как-то, и после этого вы перейдете вот здесь справа в предложенный любой другой ролик на моем канале, и после этого еще и нажмете на кнопочку подписаться, но здесь я не могу нажать, потому что я сам у себя на канале, подписаться, то это будет означать для YouTube, для всех его алгоритмов и ботов, которые отслеживают активность на канале, что ролик интересный. И вот если ролик будет интересный, тогда YouTube начнет его продвигать самостоятельно, без какого-либо вмешательства вашего. То есть очень важно взаимодействовать с роликом. Повторю, нужно ставить лайки, нужно писать комментарии, желательно по длине, не из одного, не из двух слов, а из двух, из трех предложений. Нужно смотреть еще ролики на канале. И нужно после просмотра подписываться на канал. Вот если вот эти все параметры, новые зрители, вы сможете снимать такие ролики, что они будут привлекать новых зрителей, потенциальных ваших подписчиков, взаимодействовать с роликом, поверьте, вы очень быстро наберете необходимые 10 тысяч, точнее 1000 подписчиков и 4000 часов просмотров. Вот на самом деле все достаточно просто. Но из практики, как показывает практика, очень сложно снять что-то действительно стоящее, кликабельное, то, что хочется досмотреть до конца, то, чем хочется поделиться с друзьями. Да, кстати, если вы еще поделитесь роликом с друзьями, там через какую-то соцсеть или через мессенджер, это тоже будет очень позитивно сказываться на его оптимизации, на его раскрутке.